Сами того не понимая, абсолютно все россияне находятся внутри гигантской процедуры ликвидации активов. И это совсем не метафора. Пока из каждого утюга звучит заевшая пластинка о якобы величии России, физика реальности методично выставляет счета, которые им уже нечем оплачивать. Это финальная стадия банкротства, где все ценное уже упаковано и вывезено, а дорогим россиянам оставлены только долги, руины и право умереть за чужие галлюцинации. Как думаете, на какой секунде этого падения обыватель планирует раскрыть парашют? С одной лишь маленькой поправочкой. Никакого парашюта нет и в помине. Страна превращена в гигантский ломбард, где за старые танки и ракеты закладывают будущее целых поколений с молчаливого согласия их родителей. Поразительно, с какой покорностью русские принимают статус расходного материала в чужой игре, ожидая спасения от тех, кто уже выписал на них акт о списании. Все началось не вчера. Вот смотрите, Москва никогда не была столицей цивилизации. Это была нора в болотах, выросшая из страха перед кочевниками и привычки предавать своих же соплеменников. 600 лет этот болотный насос успешно высасывал ресурсы и жизни из провинции, чтобы поддерживать блеск в своей норе, где еще недавно квакали жабы. Нищета Рязани или Читы – это топливо для блеска Патриков и Садового кольца. Но знаете, в чем ирония? Именно Москва утягивает всю Рашистскую Федерацию на дно значительно быстрее, чем все враги России вместе взятые. Я подробнейшим образом покажу вам этот механизм далее. Напишите потом в комментариях, что думаете по этому поводу. А пока просто ставьте лайк и не забудьте подписаться, если смотрите без подписки. У нас на канале много подобных разборов. Ссылки на самые интересные видео я прикреплю в описании и закрепленном комментарии. Многие боятся повторения 91 года. Но правда в том, что 91 был лишь мягкой прелюдией. Советский Союз был тяжелой бетонной плитой, уродливой, но монолитной. Нынешняя конструкция – картонная декорация на синей изоленте и китайских запчастях. У нее нет фундамента, нет идеи и нет индустриальной базы. Этот мост из говна и палок рухнет мгновенно, потому что он прогнил насквозь еще до начала строительства. Зачем Кремль демонтирует цивилизацию, причем осознанно? А ему просто не нужны интеллектуалы, а нужны лояльные рабы с примитивными потребностями. Для системы опасно быть сложным, поэтому она упрощает страну до состояния примитива. Эволюция наоборот. Посмотрите, как интеллект замещается покорностью, а технологии – архаикой. Это осознанный выбор деградации, за который придется платить десятилетиями отката в Средневековье. Я очень хочу посмотреть, как все россияне будут жить в качестве крепостных в условной деревне Стерлигово. Есть у них такой свихнувшийся православный олигарх, поборник традиционных ценностей. Это лучшее, что может сделать отец – не любить своих детей сентиментальной, мерзкой, безбожной любовью. Высек как следует, и все, и вопрос снят. Если земля шар, то где рай? В Библии написано, что земля плоская. Все эти факты связываются в одну петлю, которая затягивается на шее россиян прямо сейчас. Хотите инструкцию по ориентации внутри этого обвала, чтобы понять, как именно все накроется медным тазом? Смотрите видео до конца. В финале единственный маршрут эвакуации из этого пылающего цирка, которым смогут воспользоваться только самые сообразительные. Запасаемся попкорном и наблюдаем. Знали ли вы, что лозунг, который когда-то привел нацистскую Германию к катастрофе, сегодня стал национальной идеей России? Хотя они это отрицают.
Пушки вместо масла. Не просто забытая фраза из прошлого, а основа новой российской реальности. Вместо того, чтобы кормить свой народ, Кремль вкладывает последние ресурсы в старые танки и ракеты, убеждая граждан, что все хорошо. Получается не очень. Вы знаете, есть такое устойчивое выражение. Пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого. Не должны разрушать собственную экономику. Значит, рост цен на масло, я знаю, там 33-34%. В некоторых регионах вот примерно так, может, там где-то и больше. Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление. Россияне, наверное, настолько хорошо живут, что стали кушать и потреблять значительно больше. Настолько больше, что некоторые продукты не только становятся дефицитом, но и резко дорожают. Все как в старые недобрые советские времена воспетого пломбира и колбасы по 2,20. Где-то сейчас тихо заплакал российский пенсионер с пенсией в 12 тысяч рублей. И это не слезы радости. Впрочем, мне лично российские граждане глубоко по барабану. Вопрос совсем в другом. Насколько долговечной может быть система, избравшая путь пушек вместо масла? Россия повторяет ошибки, за которые мир уже заплатил слишком высокую цену. Заместитель фюрера Рудольф Гесс 11 октября 1936 года на торжественном открытии зала имени Адольфа Гитлера в Хофе произнес фразу, ставшую крылатой. По-прежнему актуален лозунг «Пушки вместо масла». То есть, прежде чем иметь больше масла, нужно иметь больше пушек. Иначе когда-то у нас заберут последнее масло. Именно эта формулировка закрепилась в истории, хотя еще раньше и Герман Геринг, и Йозеф Геббельс уже высказывали подобные идеи. И все знают, чем это закончилось. Современная Россия мало чем отличается и от гитлеровской Германии 40-х годов, и от СССР конца 80-х. Стагнирующая и деградирующая экономика, которую приносят в жертву ради поддержания максимального темпа военного производства. Это новые реалии и новые скрепы. Мало того, кремлевская власть даже никак не пытается оправдаться за то, что ситуация с наличием определенных продуктов питания и ценами на них в магазинах периодически выходит из-под контроля. Нет, наоборот, лозунг «пушки вместо масла» хоть и отрицается, но фактически культивируется, как главная идея путинской России, как нечто, что должно мотивировать и вдохновлять население приносить в жертву собственное благосостояние ради имперских амбиций и бездарного руководства страной. Если бы речь шла только о сливочном масле, это было бы еще ничего. Но здесь действует совокупность факторов, потому что экономика целой страны не состоит только из сливочного масла. Например, аграрная отрасль. Огромные просторы России вроде бы просят умелого хозяина зарабатывать, засевать их зерном и различными культурами. На первый взгляд, с такой огромной территорией даже полезных ископаемых не нужно. Можно получать огромную прибыль только от земли. Но для этого нужен умный, рачительный хозяин. А именно с этим на России всегда были проблемы. Даже в Советском Союзе был ежегодный дефицит зерновых, и их регулярно закупали у ненавистной Америки. Но тихонечко, без шума и пыли, чтобы население не узнало. И население покупало дешевый хлеб и колбасу, даже не подозревая, что цена в магазине покрывает лишь половину себестоимости товаров. Другую половину оплачивает государство, изымая деньги из бюджета. И тоже тихонечко, без шума и пыли.
Современные правители необъятного Запоребрика в своем маразме зашли дальше. Еще в 2023 году российским компаниям строго запретили закупать зарубежные семена. Но вот проблема. Вся аграрная промышленность России в последние несколько десятилетий выстраивалась исключительно на иностранных семенах и только поэтому могла приносить прибыль. Плюс это давало возможность кормить собственное население и продавать продукцию за рубеж. Собственный фонд семян имеет крайне низкую всхожесть, а на носу и продовольственный кризис ввиду катастрофического неурожая зерновых, из-за чего продажа зерна за границу сегодня запрещена. Так что теперь и с маслом проблемы, и пушек все меньше благодаря их планомерному уничтожению. И так, куда ни посмотри. В этой стране мечты в упадке буквально все, кроме, ну а как же, военной отрасли. Молочные продукты изготавливаются из порошкового восстановленного молока, которое в основном поступает из Новой Зеландии и Беларуси. С маслом помогли и Турция, и Арабские Эмираты. Даже с собственной картошкой на России проблемы, и ее также приходится выпрашивать у соседского бульбафюрера, который до сих пор так и не определился, откуда именно готовилось нападение. Крупнейшая газовая компания-монополист «Газпром», которая ранее выступала огромным источником доходов госбюджета, сегодня терпит колоссальные убытки и фактически банкрот. Автомобильная промышленность, которая в последние 30 лет практически не развивалась, сегодня летит в пропасть со скоростью Формулы-1. Российские автодилеры пугают увеличением цен на авто в РФ еще на 50%. Поэтому, если сейчас за волшебную буханку в комплектации «Новая элита» россияне должны отвалить 3 миллиона рублей, то завтра это уже будет 4,5. Купи говно и поддержи Россию. Купи говно, ведь ты же патриот. Замечательная модель авто, возрастом в полвека, пришедшая прямо из совка. Некоторые люди, возможно, возразят. Допустим, сегодня против России введено огромное количество санкций, но Советский Союз был мощнее, имел более устойчивую экономику, поэтому сравнивать их некорректно. На самом деле это не так. Ни о какой мощной экономике Советского Союза не может быть и речи. Вся экономика Советского Союза была глубоко убыточной, не говоря уже об отсталости. Да, были и периоды роста. Успешные пятилетки, но какой ценой? Ценой миллионов загубленных человеческих жизней в ГУЛАГе, голодоморах, в период коллективизации и после Второй мировой войны. Многие почему-то думают, что проблемы Советского Союза происходили короткими периодами. Однако, на самом деле, вся история СССР – это одна сплошная проблема. Почему-то у всех на слуху только 1937 год, когда сталинские репрессии достигли своего пика. Именно тогда были казнены такие известные фигуры, как маршал Михаил Тухачевский, которого обвинили в военно-фашистском заговоре, революционер и теоретик Карл Радек, а также высокопоставленные чиновники ВКПБ, в частности Григорий Зиновьев и Лев Каменев, которые еще недавно стояли рядом со Сталиным. В те же годы погибали сотни тысяч менее известных людей, от ученых, таких как Николай Вавилов, до руководителей республик, таких как Влас Чубарь или Гайк Бжишкян. Каждый из них стал жертвой бессмысленного режима, который требовал повиновения и уничтожал даже тех, кто когда-то был его верным слугой. Те, кто попал в жернова ГУЛАГа в 1937 и был осужден, допустим, на 10 лет, после окончания Второй мировой войны никакой реабилитации не получил. Наоборот, после 1941 года внимание государства к бесплатной рабочей силе стало еще более пристальным, и освобождение из лагерей превратилось из законного и закономерного события в нечто вроде волшебства. А все благодаря новому словосочетанию – содержание до особого распоряжения.
Что интересно, при попытках найти какую-то логику и закономерность в этих особых распоряжениях, у всех исследователей опускались руки. Евгения Гинзбург, отбывшая в лагерях 10 лет, писала, что никакой логики не просматривается, будто галочки ставят с закрытыми глазами. Ни политический приговор, ни происхождение, ни образование не играют совершенно никакой роли. Например, некоторых опасных политических освобождают по отсиженному сроку, а безобидные статьи оставляют до особого распоряжения. Впрочем, какую-то очевидную причину этому все-таки можно предположить. Страна остро нуждалась в бесплатной рабочей силе, а чтобы сделать человека рабом, советскому государю никакой логики не требовалось. Так же, как и сегодня, для того, чтобы сделать человека рабом, кровавым рукам российского диктатора не нужны никакие логические схемы и оправдания. Но перспектива такого движения уже известна. Сначала дефицит продуктов, в том числе и масла, а затем и проблема с пушками. Впрочем, Советскому Союзу таки иногда везло, как и современному российскому режиму. Несмотря на то, что это везение было временным и опиралось исключительно на способность продавать энергоресурсы, это давало деньги. Например, во времена Брежнева были открыты богатейшие нефтяные скважины, и начался так называемый брежневский застой. Время сытого, спокойного существования, дешевой колбасы и баллад о белоснежном пломбире. Но мало кто знает, что нефть тогда добывали варварским способом, с помощью закачки воды в скважину. Вода вытесняла нефть, но благодаря такому подходу сегодня на России не осталось нормальных скважин. По подсчетам экспертов, нефти в стране хватит еще на 10-15 лет. Мало того, добывать эту нефть дорого, поскольку под землей фактически одна вода. И субстанция, получаемая из недр российских подземелий, это уже даже не нефть. Это так называемая скважинная жидкость. Скважинная жидкость является водой с огромным количеством разнообразных примесей, где на поверхности есть тонкая пленка нефти. Таким образом, эту жидкость необходимо провести через многократные технологические процедуры, чтобы получить желаемый результат. Содержание нефти в воде может быть 2-3%. Именно поэтому сегодня российская нефтедобыча одна из самых дорогих, если не самая дорогая в мире. У россиян в массе очень короткая память. Этому их научили годы, десятилетия, века, проведенные под подошвой бездарных царей. Конечно, мы не будем обобщать, поскольку, чтобы правило оставалось правилом, нужны исключения. Так и среди русского народа находятся вменяемые, но их либо выталкивают за границу, либо гноят в мрачных застенках. Короткая память отупевшего населения, приученного к правильной точке зрения, не допускает даже мысли о том, что последствия развязанной Кремлем войны могут оказаться катастрофическими. И не только для жителей Курской и Белгородской областей, но и для населения всей России. Люди просто не хотят помнить, как было раньше, и не только в 90-е, но и во времена Советского Союза, когда нормальную еду можно было купить разве что в крупных городах и столицах республик, тогда как небольшие городки перебивались с хлеба на воду и выживали на дачном хозяйстве. Зато в стране было много оружия. И когда мы говорим «много», мы имеем в виду не тысячи танков, а десятки тысяч. Явление массового производства оружия было заложено не после Второй мировой войны, как некоторые считают, а до нее. Достаточно лишь посмотреть на численность бронетехники Красной Армии в 1941 году. Кстати, едва ли не единственный раз, когда Сталин собственноручно написал дословно «Я ошибался», произошел в момент сообщения о необходимости создания воздушного флота размером 50 тысяч самолетов. Сперва он покрутил пальцем у виска,
Но после того, как немцы уничтожили на аэродромах почти всю советскую авиацию в первые дни войны, Сталин кардинально изменил свою точку зрения. После 1945 года были сделаны выводы, и прежде всего о количестве техники. Людей кремлевское руководство не интересовали ни тогда, ни сейчас. Танки производились по принципу «главное доехать и выстрелить». А каким образом будут выживать внутри металлической коробки танкисты, никого особо не беспокоило. Главное, чтобы танков и пушек было много, как можно больше. А то, что народу не будет хватать масла, это уже дело 14-е. Но отсутствие масла автоматически приводит и к отсутствию пушек. Это логическая и историческая закономерность. В Советском Союзе экономика была хоть и плановая, глубоко убыточная, но нефть и газ можно было свободно продавать за границу. Не было такого огромного количества санкций и различных ограничений, как сегодня. Мало того, недавно введены очередные санкции против российской нефти, а регулярное уничтожение нефтебаз и нефтеперерабатывающих заводов лишает страну-террориста денег на войну. Все, что при Советском Союзе создавалось кровью, потом и пропагандой, сегодня разрушено и уничтожено. Зато есть несколько крупных военных заводов. Правда, станки приходится закупать в Китае и Японии втридорого, и не новые, через разные мутные схемы. Современная Россия не производит ничего, кроме военной техники. Да и ту производить исключительно своими силами, без зарубежных компонентов и станков, она не в состоянии. Огромная ключевая ставка убивает и без того хромую рыночную экономику. Вести бизнес стало просто невыгодно. Невыгодно настолько, что даже военные предприятия не могут нормально выполнять оборонные заказы и обреченно говорят о неизбежном банкротстве на отрезке от года до 2. Ну а вишенка на торте – слухи о замораживании активов простых россиян и добровольно-принудительных взносах от российских миллиардеров, участников списка Forbes. Да, все верно. Кремль собирается отобрать деньги не только у простых россиян, но и у тех, кто был его опорой все эти годы. Путин будет грабить не только население своей страны, но и своих ближайших подданных. Зачем? Чтобы делать оружие. Хотя надо понимать, что все это оружие устарело, и никаких танков «Армата» или новейших истребителей ждать не стоит, а боевой лазер-пересвет – это очередная банальная ложь. Над гибнущей российской землей в ближайшие годы будут кружить разве что вороны, поскольку самолеты падают все чаще из-за отсутствия запчастей. Идея пушек вместо масла ущербна, ведь в результате не остается ни пушек, ни масла, ни самой возможности что-то производить. Совершенно очевидно, что в таком режиме страна долго существовать не может. В таком режиме она может только умирать. И это определенно хорошая перспектива. Подобные разборы, как этот, требуют системности, поэтому на канале собрана целая библиотека любопытнейших кейсов по утилизации имперских галлюцинаций. Каждое такое видео – это вскрытие России без анестезии и компромиссов. Ссылки на наиболее интересные части этой исторической анатомии я прикрепил в описании и закрепленном комментарии. Обязательно воспользуйтесь этим путеводителем по бездне. А мы переходим к следующей части этого разбора. Москва никогда не была столицей цивилизации. Не то чтобы мировой, а даже и так называемой русской.
Москва всегда была норой, которая воспитала в своих подданных психологию обитателей осажденной крепости. Если это не так, поправьте меня, ответив на простой вопрос. Почему столица такой огромной страны стоит не у морей, не на перекрестке торговых путей, не в благодатных плодородных землях, а на болотах и в лесах? И почему сердце сверхдержавы выросло не там, где были условия для прогресса, а в непроходимой дыре, где квакали жабы? И как этот выбор превратил целый народ в заложников собственной географии? Неожиданно, правда? Ведь посмотрите на карту Европы. Все великие столицы рождаются там, где можно дышать и расти. Лондон в устье Темзы, ведущий прямо к океану. Париж в сердце равнины, связанные со всеми важными дорогами. Берлин в центре плодородных земель и пересечении европейских рек. Киев на Великом Днепровском пути из Варяг в Греки, соединявшем Балтику и Черное море, север и юг, делая его настоящими воротами цивилизации. Варшава на перекрестке торговых путей Востока и Запада, Вена в долине Дуная, древнейшей артерии Европы, даже Стамбул, ключ между морями и континентами. А что Москва? Она стоит на крохотной речке, Москва-реке, которая впадает в Оку, которая впадает в Волгу, а та лишь через 1000 километров болот и лесов доползает до замкнутого Каспийского моря. Вокруг Москвы глухие леса, топи да бедные почвы, на которых даже нормальный хлеб не растет. Чернозем, способный кормить миллионы, начинается лишь значительно южнее, в степной полосе, на землях современной Украины и юга России. Москва исторически располагалась в стороне цивилизации, без портов, без плодородных нив, без международной торговли. Это была не столица, а злобная деревня варваров, построенная на страхе. Каком именно, вы сейчас узнаете. Этот страх стал ее главным наследием. Из-за него Москва обречена видеть в каждом соседе или врага, или добычу. Вся история Московии – это история не созидания, а грабежа, не торговли, а дани, не сотрудничества, а коллаборантства и порабощения. Их империя всегда была не домом цивилизации, а насосом, перекачивающим чужие ресурсы в свое болото. И сегодня, когда российские мясные штурмы снова лезут через украинские поля, как уже бывало неоднократно в истории, стоит спросить, это действительно война 21 века или всего лишь последняя конвульсия древней болотной логики, которая похоронит саму Россию быстрее, чем тех, кого она назначила своими врагами? Смотрите далее, и вы узнаете, на каком страхе построена эта деревня на болотах, и как именно Москва утянет Российскую Федерацию на самое дно. Почему же Москва укрепилась именно в глухом углу? Ответ прост. Из-за кочевников. Всего в 200 километров к югу от Москвы начинаются бескрайние евразийские степи, от Карпат до Монголии. Это зоны чернозема, идеально подходящие для земледелия, но в средние века они были практически пусты. Крестьяне боялись там селиться из-за постоянной угрозы набегов степных орд. С востока давили монголы, с юга – крымские татары. Огромные конные армии кочевников могли за месяц пройти 1000 километров и стереть с лица земли любой незащищенный город. Чтобы выжить в таких условиях, надо было, естественно, прятаться. Новгород, богатейшая торговая республика, член Ганзейского союза, благодаря открытости разбогател, но и оказался уязвим.
Он лавировал между ордами, платил дань за нейтралитет, торговал с Европой. Однако в итоге и Новгород не избежал гибели, став жертвой более мощного и коварного хищника. Угадайте, какого? Москва сидела в своих болотах, как крыса в норе, достаточно далеко от степи, чтобы кочевники не могли ее легко достать, и достаточно укрытая лесами и реками, чтобы можно было организовать оборону. Зимой орды откачевывали на юг, к Черному и Каспийскому морям, а набеги совершали летом. Конным группам требовалось около месяца, чтобы дойти от своих пастбищ у Черного моря до московских окраин, и еще месяц, чтобы вернуться обратно. На сам грабеж времени почти не оставалось. Москва находилась на пределе досягаемости степной конницы. Дальше, к северу, начинались непроходимые леса и болота, где лошади кочевников гибли от бескормицы и усталости. Таким образом, природные условия ограничивали набеги. Москве не приходилось отражать штурмы круглый год. Достаточно было выстоять несколько самых опасных месяцев. И психология осажденной крепости въелась в московскую ДНК навсегда. Весь мир – враг, любой сосед – потенциальный агрессор, а открытость – смертельная угроза. Паранойя, однажды оправданная реальной опасностью, продолжила воспроизводить себя веками, даже когда опасность миновала. Однако самое поразительное, как именно московские князья решали проблему степной угрозы. Другие пытались бороться с ордынским игом совместно. Тверь звала Русь к объединению против Орды, искала союзников в Европе, поднимала восстание благородно и патриотично. Но итог печален. Тверское княжество было разорено карательными набегами и в конечном счете поглощено Москвой. Новгородская республика старалась откупиться, вести переговоры, жить по-европейски прагматично и тоже была уничтожена. Московские князья пошли по принципу «не можешь победить врага, стань его лучшим другом». Москва превратилась в образцового коллаборациониста Орды. Иван Калита выслужился перед ханами и получил ярлык на Великое княжение. И, что гораздо важнее, монопольное право собирать дань со всех московских земель. Схема была гениально подлой – выколачивать из соседей максимальные деньги, щедро отстегивать хану его долю, а остаток складывать в собственный сундук. Калита также принудил митрополита Киевского и всея Руси перенести свою резиденцию из Владимира в Москву. Церковная столица плюс финансовая монополия, и вот уже ни одно другое княжество не может тягаться с Москвой. Более того, Москва стала фактически посредником и карателем от имени Орды. Ханы делегировали ей разборки на Руси, кого наказать за неповиновение, кого наградить за лояльность, куда посадить марионеточного князя. Все это решалось в Москве по согласованию с Сараем. Московские вассалы пользовались доверием Орды сполна и с садистским удовольствием. Они методично пожирали ослабленных соседей. Тверь, Ростов, Ярославль, Рязань, княжество за княжеством. В ход шло все – военная сила, экономическая блокада, политические провокации, прямой подкуп элит. Когда дошла очередь до Новгорода, учинили настоящий геноцид. Летописи описывают, как во время новгородского погрома тела убитых так плотно запрудили реку Волхов, что вода остановилась. Новгородский летописец писал, в самые жестокие дни убивали по 1500 человек, дни, когда всего лишь по 500-600 считались счастливыми. Это была не стихийная резня, а государственная политика, московский принцип собирания земель. Кто не подчинится по-хорошему, будет покорен силой.
Кто сопротивляется, будет стерт в порошок. Так родился особый московский тип государственности. Не союз равноправных, а пирамида рабов с одним господином на вершине. Не федерация, а унитарная деспотия. Не право, а произвол сверху. Московская модель содержала врожденный порок, обрекавший ее на вечную агрессию. Она не умела создавать богатство, только перераспределять награбленное. Болотная столица, отрезанная от морей и стоящая на скудных землях, не могла стать источником процветания. Зато могла стать насосом, который перекачивает чужие ресурсы в свое болото. Поэтому для московской системы экспансия не каприз и не политический выбор, а биологическая необходимость, подобно наркотику для наркомана. Нет внутренних источников развития, значит, надо жрать соседей. Нет своих богатств, отберем чужие. Нет выхода к морю, захватим чужой порт. Нет плодородных земель, оккупируем чужой чернозем. Каждый акт расширения Московии давал ей ресурсы для следующего завоевания. Так шаг за шагом строилась паразитическая империя. Основные вехи московской экспансии красноречивы. Покорение Казани и Астрахани, XVI век, контроль над Волгой и ключевыми речными торговыми путями Поволжья. Завоевание Сибири, XVI-XVII века, разграбление ресурсов и пушнины у коренных народов Севера и Сибири, так называемое мягкое золото, меха, стало одним из столпов московского бюджета. Экспансия в Прибалтику, XVII-XVIII века, попытка прорваться к европейской морской торговле и портам на Балтике. Захват украинских и южно-русских земель, XVII-XVIII века. Присвоение самых плодородных почв Европы, знаменитых черноземов, для пропитания империи хлебом. Каждая новая аннексия давала Москве пушечное мясо, новобранцев из покоренных народов и налоги для дальнейших завоеваний. При этом захваченные окраины никогда не развивались как равноправные части государства. Ими распоряжались как внутренними колониями. Их богатства высасывались в центр. Местные элиты либо уничтожались физически, либо насильно включались в московскую служилую знать. Империя строилась не как содружество народов, а как гигантский насос, перекачивающий ресурсы из всех провинций в московское болото. Самое страшное, что эта модель оказалась самовоспроизводящейся. Каждое новое поколение московских правителей получало в наследство готовую машину экспансии и эксплуатации и не видело причин что-либо менять. Зачем меняться, если машина работает и приносит плоды? Посмотрите, как именно один и тот же политический код воспроизводится уже 6 столетий подряд, невзирая на смену эпох, династий и идеологий. Москва, подчинившая Русь, раз за разом транслирует свой болотный стиль правления в новых формах. XVI век. Иван Грозный. Опричнина, массовые казни, террор против малейшей автономии. Логика абсолютного подчинения центру доведена до маниакального предела. XVII век. Первые Романовы. Окончательное закрепощение крестьян. Создание элементов регулярной армии. Превращение дворянства в покорное служилое сословие. Принцип все тот же. Все слои общества служат государству. Государство служит царю. А царь никому. XVIII век. Петр I. Кажется, что империя прорубает окно в Европу, строит новый столичный город Санкт-Петербург, перенимает технологии Запада. Но приглядитесь. Те же методы принуждения и мобилизации, только оправданные словом «прогресс». Крестьяне по-прежнему рабы, дворяне по-прежнему холопы царя. Централизм тотален.
Просто теперь крепостные строят корабли и города вместо деревянных изб. 20 век. Октябрьская революция. Падение самодержавия. Провозглашение власти советов. Утопия коммунизма. Казалось бы, самая радикальная попытка сломать проклятый код. И чем все закончилось? Возрождением той же централизованной людоедской машины, только под красным знаменем вместо двухглавого орла. Столица снова возвращается на болото. Сталинский СССР – квинтэссенция московского деспотизма. Все ресурсы принадлежат государству. Люди – винтики системы. Страна – сырьевой придаток столицы. Любое инакомыслие карается как измена. Конец 20-го, начало 21 века. Путинская РФ. Даже распад СССР принципиально ничего не изменил. Московский код укоренился не в коммунистической идеологии, а гораздо глубже – в самом инстинкте власти. Современная путинская Россия фактически точная копия московского княжества XV века, только вооруженная не луками и саблями, а ядерными боеголовками. Все та же вертикаль власти, те же рефлексы тотальной мобилизации, та же психология осажденной крепости, та же неспособность развиваться изнутри при навязчивом стремлении пожирать соседей. Замечательно подметил нынешнюю ситуацию литовский министр Габриэлюс Ландсбергис. Россия была частью колониального мира, но оказалась единственной империей, которая так и не распалась. Советский Союз унаследовал тот же имперский менталитет, а новая постсоветская Россия, к сожалению, унаследовала его вновь. Менялись вывески с царской на советскую, с советской на демократическую, конечно же в кавычках, а сущность оставалась прежней. А теперь взгляните на сегодняшнюю войну. Разве это не идеальное воспроизведение московской логики XV века? Та же психология осажденной крепости. Мол, весь мир против нас, все хотят нас уничтожить, а мы одни праведные, остальные враги и предатели. Та же паранойя, которая когда-то имела основания, кочевые набеги, а теперь питается фантомами. Та же мобилизационная логика. Вместо развития – подготовка к войне. Вместо создания богатства – концентрация ресурсов для удара. Вместо диалога с обществом – принудительное священное единение против внешней угрозы. Та же компенсация внутренних провалов. Не можем наладить нормальную жизнь у себя, идем освобождать соседей. Нет внутренней легитимности власти. Найдем внешних врагов и сплотим народ через ненависть. Та же неспособность к созиданию при гипертрофированной тяге к разрушению. Нефть и газ используются не как капитал для развития страны, а как оружие шантажа внешнего мира. Армия воспринимается не как инструмент обороны, а как средство захвата чужих территорий. Дипломатия ведется не как искусство компромисса, а как форма ультиматума и обмана. Система по-прежнему умеет только одно – захватывать, перераспределять, подавлять. Не создавать, а отбирать, не развивать, а осваивать, не договариваться, а принуждать силой. И когда 24 февраля 2022 года российские танки пересекли украинскую границу, это было вовсе не какое-то новое явление или геополитический конфликт с Западом. Нет. Это была агония того самого болотного кода, который не может существовать без экспансии. Последний конвульсивный рывок системы, которая биологически не способна жить в мире с соседями. Москва – это не просто город, это вирус. Болотный вирус, который превращает любые ресурсы в инструменты принуждения, любое развитие в новый виток милитаризации, любых соседей в потенциальных жертв.
Этот код не изменился ни со времен Ивана Калиты, ни при Петре Первом, ни при Сталине и не изменится при Путине, потому что он встроен в саму логику существования государства-паразита, которое не может жить за счет внутреннего развития. И да, это своего рода диагноз русским, как историческому явлению, возвращенному этой системой. Сотни лет болотного кода сформировали определенный тип коллективного сознания, имперские рефлексы, мобилизационная психология, комплекс осажденной крепости. Все это стало частью русской политической культуры. Именно русские, как государствообразующий народ, столетиями были главными носителями и проводниками имперской модели. Русское большинство поддерживало и воспроизводило империю вампира. Русская элита строила эту машину поколение за поколением. Можно ли разорвать этот порочный круг? Теоретически да, но практически это выглядит утопией. Возможность появляется лишь через полный крах нынешней модели и мучительную культурную трансформацию. Русским пришлось бы пережить то же, что пережили немцы после 1945 года. Тотальную переоценку своей истории, своих политических традиций, своих представлений о величии и силе. Но это вряд ли. Московские болота фактически стали могилой для русской недоцивилизации еще 640 лет назад, с тех пор, как будущая Россия выбрала путь Орды, а не Европы. Вопрос только в том, когда эта могила захлопнется окончательно, и сколько еще людей она успеет похоронить прежде этого. Ответ знает лишь история. Одно можно сказать точно: все империи смертны, а империи-паразиты умирают особенно мучительно и особенно некрасиво. А вы, вот лично вы, верите, что болотный вирус сможет выжить в 21 веке? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Дефицит, тоталитарный контроль и распределение жизненных благ по установленному плану и категориям населения – обязательная опция любого диктаторского режима, в том числе советского, ну или нынешнего российского, учитывая, как часто и как сильно народонаселение на России со слезами на глазах мечтает о возвращении советского прошлого, Сталина, сильной руки и сильной ноги в армейском сапоге и, конечно же, пломбира. Сказка о советском пломбире, колбасе по 2,20 и плавленых сырках передается поколениями. О неприятных моментах и массовых репрессиях вспоминать не принято, а центр «Мемориал», который занимался поиском и реабилитацией узников ГУЛАГа, был закрыт на России еще в 2022 году. Россияне предпочитают о негативном, неприятном прошлом забывать. Отсюда эти убеждения в том, что российская армия никогда не проиграла ни одной войны, о том, что власть никогда не замораживала вклады населения, а значит и в будущей России этой заморозки не будет, что, конечно же, полный бред. Продуктовые талоны ассоциируются у людей со временами Второй мировой войны, или, как ее принято называть на России, Великой Отечественной. Хотя эти талоны в разных частях необъятной присутствовали постоянно. Вклады населения под разными предлогами и в разных вариациях тоже изымались регулярно, чтобы не давать возможности обычному советскому гражданину накопить какую-то значительную сумму. Такая опция была доступна исключительно для элиты. Впервые это произошло в начальный период формирования советского режима. После революции и затяжной гражданской войны вся страна лежала в руинах, и люди выживали на обломках царского режима, пытаясь подстроиться под новую идеологию и реальность. В стране не хватало продуктов питания, магазинов и нормального снабжения в городах. В течение нескольких лет магазины грабились, а заводы и любые производственные цеха закрывались на неопределенный срок.
В воспоминаниях Зинаиды Гиппиус о жизни в Санкт-Петербурге в период с 1915 по 1918 год можно найти немало интересных подробностей, и закрытие заводов далеко не самое страшное. Толпы вчерашних царских солдат, сегодня переодевшихся в красноармейцев, повальные обыски, которые на самом деле оказывались банальными ограблениями, расстрелы за дрова зимой, минусовая температура во всем городе и голод. Безумный голод с поеданием погибших лошадей прямо на мостовой в центре города. А еще школы-интернаты для юных пролетариев, где девочки беременели в 14 лет, непонятно от кого, то ли от школьников, то ли от воспитателей. Но самое страшное – это, пожалуй, так называемое китайское мясо. Это просто шок. Данный деликатес – это мясо, которое не было, так сказать, животного происхождения. Вы наверняка догадываетесь, о чем речь. Но в этом видео я не могу рассказать подробности, потому что YouTube забанит этот ролик. Однако у нас есть Patreon, где я выкладываю ролики без цензуры. Подписывайтесь и смотрите видео с потрясающими фактами. Кроме этого, на Patreon есть еще десятки видео, которые больше нигде не публиковались. Ссылка на Patreon в подсказке, описании и первом комментарии. В остальной стране, за пределами столиц, все было приблизительно так же. Попытки загонять крестьян, только освободившихся, как им казалось, от диктата царизма, в стойло с помощью кнута и винтовок, давали сомнительный результат, и Ленин решил: пусть будет НЭП. Людям разрешили торговать, создавать частные предприятия и даже немножечко наслаждаться жизнью. В города пошла еда. На прилавках магазинов появился хлеб, мясо и молоко. Рыночная экономика электризовала воздух. Если вы читали «Золотого теленка» от авторов Ильфа и Петрова, то можете иметь приблизительное представление о тех временах. Но диктатура всегда остается диктатурой, даже если временно надевает на лицо улыбку. У людей появились деньги. В городах люди начали ходить в кино, радоваться жизни и смеяться. Словом, людям дали слишком много свободы. Буквально в один год НЭП был похоронен и забыт. НЭПманов сажали в тюрьмы и расстреливали, а рыночная экономика, которая дала стране толчок и шанс на относительно нормальную жизнь, была убита наповал. Почему? Все очень просто. Ответ на это дал сам Ленин, говоря о контроле над хлебом. Он осознавал, что для большинства людей идеология – вещь эфемерная, а сытый желудок всегда найдет правильные слова, если осознает, от кого зависит его сытость. Поэтому НЭП заменили продуктовые карточки, ведь рука, которая держит пряник, одновременно держит и кнут. Тот, кто контролирует человеческую сытость, контролирует и человеческий голод, а значит, может легко диктовать свою волю. После упадка НЭПа голод не заставил себя долго ждать, а наполнение городских магазинов осуществлялось через коллективизацию, массовый отжим продуктов питания у населения по селам. При этом само население по-прежнему находилось в статусе рабов, которые даже не могли покинуть место жительства без письменного разрешения сельского головы. Украина в те времена заплатила колоссальную цену, и речь здесь не только о голодоморах. Плановая экономика Советского Союза была убыточной, в противовес давая контроль производства и распределения товаров и услуг, а карточки прочно вошли в жизнь советских граждан. Итак, с контролем мы разобрались. Но есть еще одна причина распределения товаров с задействованием карточной системы. Если свести все к простой конструкции, то причина заключается в том, что в стране просто не хватало еды и денег.
Как в развалившемся Советском Союзе, так и в нынешней России катастрофически не хватает денег. Как и в прогнившем советском быту, так и в нынешней России большая часть бюджета уходит на военные расходы. Поддержку так называемых дружественных режимов за океаном, на войны и смерть, тогда как на поддержку собственных граждан денег не остается. И в самом деле, зачем строить больницы и школы, повышать уровень жизни и делать жизнь людей лучше? Ведь жизнь самой элиты от этого не изменится. Номенклатура Советского Союза, как и номенклатура нынешней России, в любом случае будет ездить в красивых автомобилях, есть черную икру и балык, пока народ сажает картошку в палисадниках многоквартирных домов, а пенсионеры роются на помойках в поисках продуктов питания. Черной икры на всех не хватает. В советском прошлом продуктовые карточки были разнообразны и в разные времена не только выглядели по-разному, но и по-разному работали. Например, в воспоминаниях диссидентов, прошедших через мясорубку ГУЛАГа, описываются талоны, которые отоваривались в конкретный день. Каждый такой талон давал право получить, допустим, килограмм крупы, литр масла и отрез ткани, но только один раз в месяц. В другие дни подобный талон никакой особой ценности не имел и давал лишь половину, а то и треть указанных товаров. Некоторые из таких талонов отоваривали, другие меняли возле магазинов, часто на водку или спирт. Если вспомнить 90-е годы прошлого века, талоны появились на фоне страшного экономического кризиса. Так называемая перестройка принесла с собой не только гласность и зачатки демократии, но и огромные проблемы. Главный талон в России – талон на водку. Он считался самым важным во время правления Горбачева, не только потому, что россияне в своей массе бесконечно любят алкоголь, но еще и потому, что Горбачев ввел сухой закон. Сделал он это не просто так. В его собственной семье был алкоголик, который упился насмерть. Но это совсем другая, отдельная история. Талон на водку можно было отоварить лишь раз в месяц, получив в одни руки не более 2 бутылок по 0,5. Очереди в такие дни выстраивались просто невероятные. В этих очередях обязательно присутствовали несколько милиционеров, потому что люди безжалостно дрались за каждый сантиметр свободного пространства у дверей магазина. Иногда в давке даже погибали люди. Именно в этот период стали массово использовать дихлофос с пивом, тормозную жидкость или мазать ваксу для чистки ботинок на черный хлеб с целью употребления этого феерического деликатеса в пищу. Особенно ценилась вакса армейская. Ее плотно мазали тонким слоем на черный хлеб, затем клали хлеб на батарею и давали ваксе подтаять, пустив свои соки и испарения в хлеб, который впитывал их как губка. Кстати, если вы помните, слышали или где-то читали подобные, так сказать, лайфхаки из позднего СССР, обязательно расскажите об этом в комментариях. Все эти изысканные напитки и блюда давали, во-первых, результат абсолютно неадекватного животного опьянения, а во-вторых, тяжелые последствия для здоровья пациента. Клетки в мозгу отмирали с ужасающей скоростью, а печень отправлялась в долгое и бесповоротное путешествие, прихватив с собой почки. Народ тупел, вымирал, а пустые полки в магазинах не вдохновляли население на светлое социалистическое будущее, как на картинках и плакатах советской пропаганды. Талоны на еду и водку были важной мерой распределения товаров. Важной, но далеко не единственной. Еще один способ – продуктовые заказы. Как это происходило на практике? Скажем, вы работаете на заводе бухгалтером. Раз в месяц вам, как и всем, определен заказ на продукты. Ответственный работник собирает подписи и взносы, а вы получаете заветную колбасу, крупу и другие продукты, завернутые в газету «Правда». Почему продукты заворачивались в газету, а не в пластиковый пакет?
Очень просто. В стране с самым большим ядерным арсеналом целлофановые пакеты были в страшном дефиците. Особенно пакеты красивые, с рисунком. Но в газете «Правда» об этом не было ни единого слова. Кстати, люди постарше могут помнить времена, когда родители или бабушки стирали и сушили пластиковые пакеты, даже обычные маечки. Бесконечные очереди, колбаса по блату, взятки в виде колготок секретаршам и заветная мечта простого советского смертного – магазины «Березка», спецраспределители товаров для правильных людей. Это уже вам не продуктовые заказы и не талоны, это совсем другой уровень. Между прочим, эти магазины «Березка» и спецраспределители уже маячат на горизонте и в современной стране коричневых скреп. В будущем в качестве «Березки» будет выступать сеть магазинов «Азбука вкуса». Но вернемся к простым смертным. В 90-м году премьер-министр Рыжков выступил с инициативой заморозки вкладов жителей СССР из-за ужасного дефицита бюджета. Правительство инициативу поддержало. Вклады заморозили с туманным обещанием отдать что-нибудь когда-нибудь потом. А людям торжественно вручили талоны на продукты питания и другие товары. А в 91 году Советский Союз развалился буквально за 3 дня. Конечно же, никакого возврата вкладов никто так никогда и не дождался. Деньги просто исчезли, растворились в тумане. По оценке американского экономиста Джуда Ваниски, растворить удалось около 600 миллиардов рублей, что в то время примерно равнялось 600 миллиардам долларов. В 1995 году долг был признан и переведен в долгосрочные обязательства, а по состоянию на 2007 год он составлял до 12 триллионов деревянных единиц, то есть рублей. Сейчас многие россияне не верят в замораживание вкладов, утверждая, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Звучит очень смешно, особенно учитывая тот факт, что еще в 2022 году валютные вклады уже замораживали. Жители России не могли снять сбережения в долларах. Снять их можно было только в рублях по нарисованному курсу. Сегодня карточки на питание и другие товары анонсируются лишь как мера поддержки малообеспеченных слоев населения. Но нам это говорит только о том, что малообеспеченные слои населения не могут прокормиться сами. Качество этих карточных продуктов можно себе представить. Тут самое время вспомнить бунт в Новочеркасске в 1962 году, когда люди были доведены до крайней степени отчаяния банальным отсутствием еды в магазинах. Закончился бунт расстрелом протестующих, убитыми и ранеными. При этом где-то в Ленинграде об этом даже не подозревали. Ведь Ленинград был городом первой категории снабжения, а Новочеркасск относился к третьей, где мясо на прилавках появлялось только лишь по праздникам. И снова мы можем провести параллель с нынешним положением вещей. Да, сегодня на России не наблюдается дефицита продуктов питания, разве что в отдаленных населенных пунктах на севере или Дальнем Востоке. Но это пока что. Уже ни для кого не секрет, что год принес в лучшую страну катастрофический неурожай, а санкции препятствуют импорту продовольствия и техники. Интересно, как собирается страна выживать в полной изоляции и кормить примерно, как считается, 146 миллионов ртов, если у нее нет собственных семян, как нет кур-несушек или семенной жидкости для оплодотворения коров. Смешно, что весь посевматериал всегда закупался за границей, и на него санкции не накладывали. Но министр сельского хозяйства, младший Патрушев, не путать со старшим, это его сын, заявил, что иностранное нам не надо. Обойдемся своим, скрепным, суверенным и аналоговнетным. Но, видимо, не обошлись. И тракторы «Беларусь» оказались хуже западных, и семена российские всходят на 60% хуже. И быки не демонстрируют плодовитости, и даже нормальной посевной картошки нет.
Еще и трудоспособное население утилизируется с ошеломляющей скоростью. Кстати, это похоже не только на 91 год, но и на ситуацию 1916-1917, когда империя рухнула. Современная Россия – это инвалид, который хромает в неизбежность. Никакого светлого будущего в ближайшей перспективе в этой стране не предвидится. Его просто не может быть, учитывая количество проблем. Если сравнивать чисто экономическое положение дел сегодня, это напоминает 1989 год, когда сбережения еще не заморозили, но экономика уже летит в пропасть без шансов на обратный ход. Карточки на еду, падение курса рубля, инфляция и повышение ключевой ставки вместе с катастрофой в ЖКХ и планомерным убийством не только сотен тысяч трудоспособных мужчин, но и рыночной экономики – это приговор нынешнему режиму. Многие из нас могут стать свидетелями двукратного падения тоталитарной диктатуры на территории России и развала сразу двух государственных образований – Советского Союза и Российской Федерации. Жаль, что платить за это приходится не только жителям этой самой Федерации, но и, к сожалению, нам с вами тоже. Когда попкорн уже доеден, а клоуны в пылающем цирке вышли на финальный номер, становится понятно главное. Спасется не тот, кто лучше всех марширует, громче всех кричит про величие и быстрее всех бежит доказывать свою полезность государству. В России полезность давно стала формой смертного приговора. Система доедает именно тех, кто еще может ей пригодиться. Поэтому единственный маршрут эвакуации из этой ликвидации звучит почти неприлично просто – перестать быть ресурсом. Не вступать, не подписываться, не отдавать. В стране, где государство пользуется собственным народом как расходником, лучшая стратегия – стать для этого государства абсолютно бесполезным. Спасибо за внимание, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддерживайте автора на платформе Buy Me Coffee и Patreon, где вас ждут дополнительные видео и ролики до официальных премьер. Пользуйтесь функцией YouTube спонсорства и обязательно отправляйте донаты на ЗСУ. Всем украинцам скорейшей победы!